Всем привет, с вами Рублев. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим про мету классов, рейтинг классов, топ классов и спеков танков в WoW Cataclysm Classic. Видео посвящается тем, кто любит мету и следит за ней. Я хочу записать данное видео и подготовить адаптацию англоязычного PvE тир-листа с Icy Veins и WoW TBC, и выдать готовый материал зрителю. Повторюсь, что все материалы взяты с портала Icy Veins и WoW TBC. Данный тир-лист исключительно их мнение, и вы вправе быть не согласны с таким мнением и тир-листом. Это ваше право, и вы можете выразить свое мнение в комментариях. Но мы начинаем. WoW TBC не объясняет рейтинг танков, а просто ссылается на Warcraft Logs. А вот Icy Veins же ссылается на подробное объяснение помимо прорейдовой ситуации. Давайте начинать. Подробности о ранжировании танков. В первую очередь надо поговорить о 4 важных аспектах. При ранжировании танков мы обращаем внимание на несколько факторов. Это снижение урона, плавность получения урона, наносимый урон и генерация угрозы. Первое. Это способность танка уменьшать получаемый урон как физический, так и магический. Насколько танк хорош в этом вопросе. Второе. Плавность получения урона. Насколько равномерно танк получает урон. Вероятно ли огромные всплески урона или его получение относительно стабильно. Третье. Сколько урона может нанести танк как в ситуации с одной целью, так и с несколькими. И четвертое. Это способность танка генерировать и удерживать угрозу на одной или нескольких целях одновременно. Проще говоря, танкинг это сложно. Существует множество факторов, которые определяют, хороши ли танки в зависимости от столкновения с противником. Хотя этот рейтинг специально для финального уровня Катаклизм, знаете, что каждый танк жизнеспособен и хорош по-своему в своей ситуации. Вы можете легко завершить любой рейд с любым сочетанием танков. Итак, S-тир. S-тир это рыцари смерти крови. В Гневе Короля Лича паладины были танками божественного уровня на протяжении всей экспансии. Катаклизм трон полностью занимает рыцарь смерти крови, без конкурентов. Рыцарь смерти крови исключительно во всех аспектах танкинга, занимая место S уровня почти в каждой категории. Кровь предлагает лучшее самоисцеление среди всех танков, невероятные кулдауны и лучший АОЕ урон по области, и угрозу в игре, благодаря силе вскипания крови. Хотя хватка смерти не всегда необходима, она чрезвычайно полезна в редких случаях, когда перемещение определенных добавок может быть очень выгодным. Наконец, у рыцаря смерти лучшая защита от магии среди всех танков, что делает их невероятными для героических рейдов. Сочетание самоисцеления, восстановления и их невероятного набора кулдаунов делает их потрясающими танками, непревзойденными активами в гонке прогресса. Следующий это класс специализации A уровня, это друид, танк или ферл или же страж. Друиды ферлы наносят наибольший урон среди всех танков, особенно на одной цели и в ситуациях с малым количеством целей. Их урон с берсерком и увечьем в форме медведя на 3 целях конкурентоспособен, даже среди специализаций ДПС, что делает их способными генерировать угрозу на новых врагов. Что касается получаемого урона, друиды средние. В конечном итоге друиды не могут конкурировать с рыцарями смерти крови по снижению урона и восстановлению. Но ни один танк не может конкурировать с рыцарями смерти. Сильная сторона друидов, что поднимает их до уровня A, это их способность быть офф-танками. То есть вторыми танками или офф-танками. У друидов есть несколько мощных кулдаунов для танкинга, и они довольно сильны даже в роли основного танка. Оптимальное использование для ферлов быть офф-танком, когда необходимо сбросить стаки, позволяя избирательно использовать кулдауны и так далее. Затем медведи могут перейти в форму кота, что известно как медведь-кот. Ферлы могут брать таланты, которые позволяют им быть на 95% эффективными как в роли ДПС, так и танка, и нанося значительно больше урона, чем любой другой танк в игре, когда они неактивно танкуют. Классы специализации B уровня. Это паладины ветки защита. После доминирующего положения в Гневе Короля Лича, паладины значительно ослабли в большинстве ролей в Катаклизме. По мнению Icy Veins и WoW TBC, как класс, паладины по-прежнему приносят сильные рейдовые бафы, но каждый баф, который они приносят, также может быть принесен другими классами и специализациями. Как танки, паладины-защитники, вероятно, вторые по снижению урона и восстановлению по сравнению с рыцарями смерти крови, Blood DK. Паладины все еще имеют все те же невероятные защитные кулдауны, которые они обычно приносят, но их постоянное снижение урона значительно хуже, чем у рыцарей смерти. Паладины и медведи примерно равны по жизнеспособности в роли основного танка, но паладины наносят значительно меньше урона, чем медведи. У них достаточно сильный профиль АОЕ и одиночного урона, чтобы хорошо удерживать угрозу, но они не настолько конкурентоспособны, как друиды, когда дело доходит до максимального использования потенциала роли в героическом рейде. И классы специализации С уровня это воины-защитники или протовары. Протовары достаточно сильны в ранних этапах с точки зрения базового снижения урона.
но для достижения аналогичных результатов у них значительно выше порог мастерства. У воинов гораздо больше кнопок для нанесения урона и утилитарности для подземелий и других крупных сборов. Но им не хватает сильных инструментов АОЕ для постоянного генерирования угрозы. Удерживать агро на больших пачках мобов воину откровенно сложно. Более важно то, что у воинов нет такого количества мощных колдаунов, как у рыцарей смерти и паладинов, что ставит их в невыгодное положение в более сложном контенте. Воины предлагают, вероятно, самый увлекательный танковый ротационный и игровой стиль среди всех танков, поэтому если вы ищете вызов и класс, где можно выразить личное мастерство, воин это может быть то, что вам нужно, и может быть это интересный выбор. Основным недостатком является то, что у воинов худшая защита и восстановление среди всех танков, особенно когда дело касается магического урона. Быть основным танком воина в героических рейдах довольно сложно, и вы будете находиться в заметно невыгодном положении по сравнению с танками выше. Опять же, по мнению сайтов составителей мета, ICVains и WoW.tbc. На этом ролик подходит к концу. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приходите на стримы, которые проходят довольно-таки часто. Задавайте ваши вопросы в комментариях. А я напомню, что все материалы взяты с портала icvains.com и WoW.tbc. И тир-лист составлен с учетом мнения PvE порталов этих. И ваше мнение может не совпадать с мнением гайда отделов, которые учитывали их при составлении меты. Поэтому прошу, если вы не согласны, оставьте комментарий по вашему мнению, кто самый сильный танк в WoW Cataclysm Classic. Или напишите об этом в комментарии. Всем пока, до скорых встреч и удачи вам!